Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем вязать крючком летнюю шляпку для кукол. Для работы я возьму крючок 0,5 мм. А также у меня есть вот такая декоративная мешковина для упаковок. Ее нити очень похожи на рафию. Вытягиваю нить по большей длине. Из них и буду вязать. Также можно взять вот такую ленту под мешковину и вытаскивать ниточки с верхнего края по кругу. И, конечно же, на замену можно взять швейные нитки, желательно потолще, например, так называемые джинсовые нитки. А если вы будете вязать из обычных швейных ниток, тогда прибавляйте петли и делайте больше рядов, постоянно примеряя на куклу, следуя алгоритму. Сначала делаю кольцо амигуруми, обматываю палец, делаю петельку, протягиваю еще одну. Теперь в само это кольцо буду набирать полустолбики. Накидываю рабочую нить на крючок. Затем ввожу его в центр кольца. Захватываю нить и делаю третью петлю на крючке. Провязываю сразу все эти 3 петли. Всего из кольца вывязываю 8 полустолбиков. Затягиваю кольцо за хвостик. Теперь буду расширять круг, добавляя петли с помощью прибавок. А вязать буду по спирали. Новый ряд начинаю сразу же в следующую петлю. Во втором ряду провязываю в каждую петлю по 2 полустолбика. Вязать буду по схеме идеального круга. В третьем ряду делаю прибавки через одну петлю. Для удобства начало ряда можно отметить маркером, например, контрастной ниткой. Начинаю с прибавки. Один свободный полустолбик. Прибавка. Полустолбик. Так чередую до конца ряда. В следующих рядах буду делать прибавки после прибавок предыдущего ряда, как бы перешагивая их. Четвертый ряд начинаю с 2 одиночных полустолбиков.
затем прибавка. Далее каждый ряд буду прибавлять по одному свободному полустолбику между прибавок. Если нить закончилась, то новую вплетаю сразу. Просто продолжаю вязать новой нитью. Хвостики ввязываю, прижимая к изнанке. Прибавок больше делать не буду. Сделаю небольшой узор. Этот ряд вязать буду скрещенными столбиками с накидом. Делаю накид, пропускаю первую петлю и ввожу крючок во вторую. Вытягиваю петлю. Провязываю сначала последнюю петлю с накидом, а затем две оставшиеся. Теперь возвращаюсь к пропущенной петле и вывязываю из нее такой же столбик с накидом. Таким чередованием вяжу до конца ряда. Следующие 3 ряда провязываю полустолбиками, как в начале макушки. Затем вяжу один ряд скрещенных столбиков с накидом и 2 ряда полустолбиков. Теперь буду переходить к полям. В 16 ряду начну их расширять. Вяжу полустолбики, делая прибавки через один свободный. Начинаю с прибавки. В 17 ряду по рисунку у меня идут скрещенные столбики. Так как они высокие и хорошо тянутся, провязываю ряд без прибавок. В 18 ряд также провязываю без прибавок полустолбиками. А в 19 ряду снова делаю прибавки, но уже через 3 свободных столбика. Вязать буду столбиками с накидом, но захватываю не обе стенки петли, а только заднюю. За счет этого получается вот такой рубчик. 20 ряд вяжу без прибавок полустолбиками, также только за заднюю стенку петли. Я сделала поля шляпки с более плавным переходом. А чтобы сделать более резкий переход, можно уменьшить количество свободных столбиков между прибавками. Тогда число прибавленных петель будет больше, и поля будут более волнистыми. Ширину полей продолжаю вязать по рисунку. Прибавки буду делать в каждом 3-м ряду одинаковыми, через 3 одиночных столбика. У меня получилось 23 ряда. В 24 ряду на краю шляпки я хочу сделать дырочки. Провязываю столбик с накидом.
Затем делаю одну воздушную петлю, пропускаю одну петлю и с второй петли вывязываю столбик с накидом. Снова воздушная петля и снова столбик с накидом через одну петлю. Так чередую до конца ряда. Чтобы уплотнить край шляпки, в 25 ряду провязываю по 3 столбика без накида в каждое отверстие. То есть туда, где были воздушные петли предыдущего ряда. Соединяю ряды. И прячу хвостик в петлях на изнанке. И вот такая воздушная летняя шляпка у меня получилась. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал.